Так выглядят пляжи в Паттайе, Джамтьен, Центральный и другие. Совсем не райский Таиланд с мутной водой. Разве ради такого моря стоит лететь на другой конец света? А это остров всего в 1,5 часах езды от Паттайи с идеальными пляжами, чистым морем и белым песочком. Этот остров Самет. И сегодня я расскажу, почему для пляжного отдыха стоит выбрать именно его, а не Паттайю. Самет – это красивый остров в провинции Районг. Обычно туристы сбегают сюда из Паттайи, когда им хочется моря, тишины и ощущения настоящего пляжного отдыха в Таиланде. Всего 1,5 часа в пути, и вместо пробок, грязного моря и тяжелого воздуха вы получаете белый песок, прозрачную воду и неспешный ритм островной жизни. Здесь нет небоскребов и шумных улиц. Самет – это уютные пляжи, красивые рассветы и закаты и тропическая природа. Если у вас нет личного транспорта, то добраться на Самет из Паттайи или Бангкока можно с местными компаниями, которые предлагают комбинированные билеты – автобус плюс паром или скоростной катер. Для ориентира поездка из Бангкока обошлась мне в 450 бат. В описании под видео оставлю ссылочку на сервис, где опытные туристы всегда покупают дешевые билеты для путешествий по Таиланду. Рекомендую выбрать скоростную лодку, а не паром. Так расстояние по воде вы преодолеете за 10 минут вместо 40. Остров Самет является частью национального парка Таиланда. Вход сюда стоит 200 бат с человека. Прямо у причала вы найдете остановку общественного транспорта, с помощью которого вы доберетесь до отеля. Так как людей тут много, туристам предлагают групповые трансферы. Поездка до моего отеля на пляже Ао-Пхай стоила 20 бат с человека. А вот из отеля на причал пришлось брать индивидуальный трансфер – 200 бат за машину. То же самое касается и перемещения по острову. Если вам повезет найти попутчиков, будете платить по групповому тарифу. А если поедете только своей семьей, с вас возьмут фиксированную плату, как за такси. Где остановиться на Самете? Я приехала сюда на 5 ночей и для проживания выбрала восточную часть острова, потому что она считается более развитой. Здесь я жила в 2 отелях, потому что мне захотелось показать вам разные варианты размещения. Суммарно проживание обошлось примерно в 25 тысяч рублей. Это проживание на 5 ночей на 2 человек с завтраками. Все отели на первой линии. Для сравнения, в Паттайе за те же деньги можно взять отель, допустим, Кози Бич, но всего на 3 ночи. Почему я сравниваю именно с этим отелем? Потому что я в нем была. В описании под видео оставлю вам ссылочку на свой мини-обзор. Это отель примерно такого же уровня, и он находится на пляже, который называют лучшим в Паттайе. Но купаться бы я все равно там не стала. А теперь коротко расскажу вам о каждом отеле на Самете. Первый называется Самет Вилла Резорт. Он обошелся в 9700 рублей на 2 ночи. Этот отель находится в бухте Ао-Пхай. Его главный плюс – это прямой выход к морю. Отель находится не просто на первой линии, можно сказать, прямо на пляже. Тут очень красивая зеленая территория с множеством деревьев. Поют птицы, шумит море, очень приятная атмосфера. Отель состоит из множества домиков. Тут есть номера с прямым видом на море. Я бронировала самый простой вариант без вида на море, но все равно вид был красивым на зеленую территорию. Домики очень комфортные, в каждом из них только 2 номера. И мне понравилось, что у каждого номера свой отдельный вход и есть террасы, на которой стоят шезлонги.
Это очень приятная зона отдыха. Тут же стоит сушилка для белья. Домики в тайском стиле, они немножечко темные, номера совсем небольшие. Также здесь чувствуется тропическая атмосфера. Например, ко мне забегали муравьи и гекконы. Вообще на самете нужно быть к этому готовым. В номере большая кровать, места для хранения вещей не слишком много, есть небольшой холодильник, чайник, бесплатный сейф. Ванная комната чистая, с хорошим косметическим набором. На всей территории отеля работает хороший интернет. О пляжах на Самете я расскажу чуть-чуть попозже, но пока скажу, что у Самет Вилла Резорт очень хороший участок с большим количеством шезлонгов. Также некоторые шезлонги стоят на возвышенности в тени деревьев. Мест всем хватает. Пляжные полотенца дают бесплатно, без депозита. На пляже можно взять покататься каяк или сап. Это стоит 120 бат в час. Также есть спа-салон и массаж на пляже. Рядом с пляжем находится ресторан, который работает весь день. В нем же проходят завтраки. Очень удобно, что они длятся с 7 утра до 10:30. По утрам можно заказать омлет. Повар готовит его при вас. Также есть несколько горячих блюд и в европейском, и в тайском стиле. Тут можно собрать очень сытный завтрак. На шведском столе есть зелень, овощи, 4 вида фруктов. Есть небольшой раздел со свежей выпечкой, из напитков предлагают сок, чай и кофе. Поесть можно с красивым видом на море. Второй отель, в котором я жила, называется Аватара Резорт. Тут я провела 3 ночи, это обошлось в 15 700 рублей на двоих. Этот отель находится в западной части пляжа Сайкео. Считается, что он находится на первой линии, но в отличие от Самет Вилла Резорт, он все-таки чуть-чуть подальше от моря. Ресторан находится прямо на берегу, а чтобы попасть в отель, нужно немножечко подняться в горку. Сам отель состоит из нескольких корпусов, утопающих в зелени. Все номера тут называются «Делюкс», они бывают 2- или 3-местными. В отличие от Самет Виллы, номера тут гораздо более светлые и современные, а еще более просторные. Если вам не нравится эта тайская экзотика, то, пожалуй, Аватара вам подойдет больше. Этот отель считается новым, и если вы посмотрите фотографии, например, на Booking или на других сервисах по бронированию жилья, то он покажется вам просто идеальным, но на самом деле он уже немножечко пошарпанный. Видны какие-то трещины, потертости, но в целом ничего критичного нет. Мой номер был очень чистым. И еще я ни разу не встречала здесь ни муравьев, ни ящериц. В номере чистое постельное белье и полотенце, просторная кровать, хороший телевизор, есть небольшой холодильник, чайник, чай, кофе пополняют каждый день. Также есть бесплатный сейф. Ванная комната очень просторная, тоже чистая, и косметический набор хороший. Интернет здесь есть, но он похуже, чем в Самет Вилла Резорт. У отеля есть свой небольшой участок на пляже, но в отличие от Самет Виллы Резорт здесь нет шезлонгов, только стулья, и их совсем немного. Поэтому, если вы долго спите, то стульев вам не достанется, придется арендовать шезлонг где-то в другом месте. Зато сам пляж здесь пошире, поэтому, если вы любите гулять по берегу, то этот пляж понравится вам чуть больше, чем Аопхай. При отеле есть ресторан на берегу моря. Здесь проходят завтраки, и можно сидеть прямо возле воды и есть с очень красивым видом. Завтраки здесь сытные. На шведском столе предлагают яйца в разных видах, а также горячие блюда европейские и тайские. Есть несколько видов овощей, зелень, 4 вида фруктов. Также есть свежая выпечка, французские тосты, блинчики, вафли, кексы и так далее. Мне показалось, что в обоих отелях завтраки примерно одинакового уровня. Чтобы узнать актуальные цены на ваши даты, вы можете отсканировать QR-коды, которые сейчас появятся на экране. Также я продублирую ссылочки в описании под видео. У меня получилось очень дешево, потому что я бронировала все заранее, примерно за 4 месяца до поездки на остров. А еще я пользовалась сервисом, через который очень выгодно бронировать жилье в Азии. К тому же там можно расплачиваться картой МИР. Зачем ехать на Самет?
конечно, ради пляжного отдыха. Расскажу о восточной стороне острова. Это пляж Ао-Пхай, симпатичная бухта, на которой находится участок отеля Самет Вилла Резорт. Это уединенное место. В этой бухте мало отелей, поэтому тут довольно спокойно. Белый песок, плавный заход в море, чистая вода. Настоящий рай. У отеля Самет Вилла отличный участок с большим числом шезлонгов. Рядом работают бары и рестораны. Прямо на пляже есть услуги массажа. Можно также отдохнуть в тени деревьев на небольшой возвышенности. Закажите себе манговый шейк и насладитесь им с прекрасным видом на море. На этом пляже нет моторных лодок. Всего за 120 бат в час можно взять на прокат каяк или сап. Время от времени проходит продавец фруктов. Тут есть все, чтобы не уходить с пляжа целый день. Второй пляж, который я вам покажу, называется Сайкео. Он состоит из двух частей, разделенных каменной полосой. Та, где находится мой отель Аватара Резорт, мне понравилось больше. Здесь довольно широкая береговая полоса и плавный заход в море. Чтобы вода скрыла по пояс, далеко идти не нужно. А вот на другой части Сайкео, которая ближе к паромной переправе, гораздо мельче. По всему пляжу работают бары и рестораны прямо у воды. Один недостаток – у отеля Аватара Резорт есть только пляжные стулья, шезлонгов нет. Район пляжа Сайкео неплохо развит. Всего в 10 минутах ходьбы от моего отеля находятся супермаркеты 7-Eleven. Кстати, их на острове только 3. Тут же вы найдете банкомат, магазины пляжных товаров, прачечную и недорогие кафешки с тайской едой. На Самете нет достопримечательностей, только красивая природа. Туристы развлекаются наблюдениями за рассветами и закатами. Рекомендую смотровую площадку и пляж Ао-Прао. Тут очень красиво садится солнце. Сюда можно доехать на Сангтео или арендованном байке. Я же дошла пешком из отеля Самет Вилла менее чем за 20 минут. Где поесть на Самете? Перед поездкой сюда я сразу посмотрела рестораны, в которых буду ужинать. Я проверила участки на пляжах Сайкео и Ао-Пхай по Google картам. Всегда проверяю рейтинги и то, что пишут люди в отзывах, чтобы точно не промахнуться. Как выяснилось, во многих ресторанах очень похожее меню и схожие цены, но есть разница в скорости обслуживания, а это для меня важно. Мне запомнилось 2 ресторана. Первый находится при моем отеле, он называется Самет Вилла Ресторан. Тут очень быстро и вкусно готовят. Меню разнообразное, есть европейские и тайские блюда. А поесть можно примерно на 600-700 бат на двоих. Это для ориентира 2 блюда и 2 кокоса. Второй ресторан, который мне понравился, называется Tok's Little Hut. Он находится по соседству с отелем Аватара. Здесь приятная атмосфера, чувствуешь, что сидишь прямо на берегу моря. Цены такие же, как везде, готовят довольно быстро и вкусно. В обоих ресторанах мне понравилось, что персонал очень приятный, с ними всегда можно обсудить какие-то блюда, что-то уточнить, например, попросить сделать не острым, и они к этому прислушиваются. Если вы не хотите сильно погружаться в тайский колорит, то такие рестораны вам подойдут. В описании под видео оставлю название этих ресторанов, если они трудно воспринимаются на слух. Многие туристы приезжают на Самет с экскурсией из Паттайи всего на 1 день. Я считаю, что этого мало, чтобы насладиться им сполна.
Я бы спланировала отпуск в Таиланде так. Прилетела в Бангкок и сразу отправилась на Самет. После пляжного отдыха поехала бы погулять в Паттайю или Бангкок за развлечениями и шопингом. Так можно совместить пляжный отдых и интересный досуг. Это идеально для отпуска в Таиланде. Ну а если вы уже бывали на Самете, то посмотрите мое видео про остров Чанг. Тут еще больше природы. Чанг даже назвали лучшим островом Азии. Ставьте лайк, если это видео было полезным. До новых встреч!